Привет, фанаты BTS. Возможно ли, что двум самым знаковым участникам BTS, Чингуку и Тэхёну, не рассказали всю правду о крупном проекте, связанном с их будущим? Почему такое большое агентство, как HYBE, которое всегда восхищалось своей открытостью для публики, теперь должно высказаться? Это просто дикие домыслы фанатов или яркое пятно в череде головоломок, на которые никогда не было четких ответов? Эти вопросы больше не являются просто диссонирующими голосами в обсуждениях на онлайн-форумах. Информация от бывшего внутреннего сотрудника HYBE наконец-то превратила атмосферу в нечто более накаленное, чем раньше. Среди неопределенности, окружающей будущее участников BTS после их военной службы, эта проблема возникла как искра в стоге сена. Это смелое заявление. Чингук и Тэхён, два участника с неоспоримым мировым влиянием, получили доступ к огромному объему информации, которая на самом деле никогда не доходила до них, относительно масштабного плана сотрудничества, который должен был изменить курс индустрии к поп. Источником информации стал человек, утверждающий, что он является частью внутренней стратегической команды управления проектами HYBE, который не только дал устные показания, но и представил ряд доказательств, которые в настоящее время проверяются несколькими южнокорейскими СМИ. Внутренние документы, записи совещаний и повестки дня проектов, которые, как сообщалось, были отложены, теперь циркулируют в ограниченном количестве среди журналистов индустрии развлечений и наблюдателей. HYBE в официальном заявлении, опубликованном через несколько часов после утечки, наконец подтвердила, что действительно были разногласия во взглядах на планирование творческого сотрудничества между агентством и артистом. Однако они также подчеркнули, что все творческие решения всегда подразумевают прямые обсуждения с заинтересованным артистом. Это заявление, вместо того, чтобы развеять подозрения, на самом деле усилило любопытство и разочарование ARMY, глобальной фан-базы BTS, которые всегда считали, что общение между артистом и агентством было прозрачным и справедливым. Вопрос в том, насколько глубок внутренний конфликт и каковы последствия для профессиональных, даже личных отношений между Чингуком и Тэхёном. В отчете о расследовании, составленном южнокорейским СМИ, было заявлено, что с 2022 года HYBE разрабатывала планы по формированию стратегического дуэта из участников BTS, которые, как считалось, имели самую сильную художественную и коммерческую синергию. Чингук и Тэхён, которые считались золотой комбинацией в музыкальном и визуальном плане, были включены в схему. Однако, будь то из-за внутренней политики или необъяснимых деловых соображений, план так и не достиг стадии реализации. Несколько творческих сотрудников, участвовавших в первоначальных сессиях планирования, заявили, что было записано несколько демо-песен и даже один музыкальный клип, который был частично снят за границей. Однако проект был внезапно остановлен из-за реструктуризации приоритетов компании. Не все согласились с этим решением. Продюсер заявил, что решение было принято не из-за качества проекта, а из-за более масштабных внутренних планов HYBE, о которых не знали ни артисты, ни производственная группа. По иронии судьбы, когда в конце 2023 года в публичном интервью спросили о возможности их сотрудничества, и Чингук, и Тэхён дали дипломатичные ответы. Тэхён упомянул, что всякий раз, когда придет время, он хочет поработать с Чингуком над большим проектом. Чингук в отдельном интервью заявил, что у них двоих отличная естественная химия, если им дать возможность поэкспериментировать в музыкальном плане вместе. Теперь, когда эта информация всплыла, их заявления звучат как отражение невежества относительно того, что на самом деле происходит за кулисами. Один фанат написал на платформе сообщества: «Чингук и Тэхён, похоже, исключены из планов, о существовании которых они даже не знали». Пост собрал более 100 тысяч лайков за 24 часа, что является сильным сигналом того, что разочарование ARMY связано не только с контентом, но и с прозрачностью. Но действительно ли это связано с отмененным сотрудничеством или это связано с более масштабным планом, возможно, даже с местом BTS в глобальной структуре HYBE? В другом просочившемся документе агентства упоминается глобальная программа расширения – программа, предположительно разработанная для того, чтобы сделать нескольких избранных артистов послами бренда в отрасли.
Имена Тэхёна и Чингука появляются в статье не только как музыкантов, но и как мировых культурных икон, которые готовы к трансграничным проектам с индустриями кино, моды и культурной дипломатии. Если это правда, то отсутствие внутренней коммуникации, приведшее к их невовлеченности на ранних этапах, может быть не просто формальностью, но и риском нанести ущерб репутации артиста и подорвать доверие к агентству. Аналитики индустрии развлечений в Сеуле сейчас обсуждают направления и последствия официального заявления HYBE. С одной стороны, некоторые видят в нем первый шаг к прозрачности, но многие также видят в нем признание того, что даже такое большое агентство, как HYBE, не может избежать хрупкости поддержания своей внутренней стратегической коммуникации. Эксперт по корейской попикультуре из университета Йонси сказал в интервью Кинсикт: если такие крупные артисты, как Чингук и Тэхён, не могут полностью участвовать в принятии стратегических решений относительно своей карьеры, то это показывает, что разрыв во власти в корейской индустрии развлечений все еще очень велик. Это касается не только одного агентства, но отражает более широкую структурную проблему. HYBE, с другой стороны, еще не предоставила дополнительных подробностей относительно будущих планов сотрудничества двух мировых звезд. Они только подтвердили, что все проекты с участием артистов будут официально объявлены, когда придет время. Это заявление, конечно, не вносит ясности, а скорее пополняет список вопросов без ответа. ARMY, известные как глобальная цифровая сила, начали требовать ясности и справедливости с помощью онлайн-петиций, публичных кампаний и даже официальных писем, адресованных руководству HYBE. В одном интернет-сообществе бразильский ARMY написал: «Нам не нужны пустые обещания или пустые разговоры. Мы хотим честности. Если правда, что их обманули или принесли в жертву ради деловых интересов, то мы не можем молчать. Это мнение не является голосом меньшинства. Это коллективное беспокойство. Главный вопрос сейчас: знают ли Чингук и Тэхин всю историю? Знают ли они, что может быть более масштабный план, который был задуман без их полного участия? Или они молчат из-за контрактов, давления или потому, что все еще надеются, что в конце концов все закончится мирно? Пока что Чингук и Тэхён не сделали никаких прямых заявлений относительно утечки. Однако внутренний источник сообщил, что они в состоянии шока и все еще изучают события в частном порядке. Это может означать многое, но одно можно сказать наверняка: крах доверия между артистом и агентством не происходит в одночасье, и его нельзя исправить одним официальным заявлением. Что именно происходит за стенами штаб-квартиры HYBE в Йонсоне, Сеул? Это всего лишь небольшая глава в давнем конфликте, который так и не был разрешен? Или это начало серьезного сдвига, который переопределит то, как агентство и артисты работают вместе в эпоху после BTS? Сейчас широко обсуждается один вопрос: действительно ли это неудавшийся дуэт, или речь идет о власти, контроле и о том, кто на самом деле имеет право на будущее артиста? Важным соображением в этом контексте является время. Тот факт, что проблема утечки совпала с обязательным военным перерывом BTS, поднимает серьезные вопросы. Была ли эта информация намеренно скрыта и опубликована только тогда, когда участники не были публично активны? Или был внутренний игрок, который намеренно слил ее, чтобы подтолкнуть к реформе в HYBE? Бывший аналитик цифровой стратегии южнокорейской индустрии развлечений, попросивший не называть его имени, сказал в частном интервью: эта проблема может быть не изолированной. Она может быть частью внутреннего трения между старой группой управления и новой творческой командой, которая хочет вывести HYBE в более современное и совместное направление. Он добавил, что в середине 2023 года HYBE действительно претерпела серьезную реорганизацию, которая повлияла на творческое направление некоторых ее проектов-артистов. Однако не все члены совета директоров согласились с более рыночно ориентированным подходом, а не с ориентированным на артиста. Вот тут-то и начался пожар. В просочившихся внутренних документах было указано, что совместный проект Тэхёна и Чингука подпадает под категорию «глобальная фаза синхронизации 3», термин, используемый HYBE для описания перехода к синергии между агентствами и глобальными отраслями. Сообщается, что в проекте будут задействованы продюсер из США, визуальный директор из Франции и глобальные спонсоры из многонациональных брендов.
Фактически, такие имена, как Фаррелл Уильямс и Хиро Мурай, упоминались в качестве потенциальных соавторов во внутренних документах.